5 часов непрерывных ударов. США провели одну из самых продолжительных операций против Ирана за последние месяцы. В ответ Тегеран заявил об атаках на американскую базу в Бахрейне и танкеры в Ормузском проливе. Ливан и Израиль снова сели за стол переговоров, на этот раз в Риме. Дональд Туск после встречи коалиции желающих заявил, что война в Украине продолжится как минимум до зимы. А премьер-министр Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет предоставлять военную помощь Киеву. В Париже прошел военный парад в честь Дня освобождения Бастилии. Последний для Эммануэля Макрона в качестве верховного главнокомандующего. Красота со зловоний. В ботаническом саду Хантингтон недалеко от Лос-Анджелеса одновременно зацвели сразу два аморфофалуса титанического, более известного как трупный цветок. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Военное противостояние между США и Ираном продолжает усиливаться. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о завершении уже третьей подряд ночной операции против иранских военных объектов. По данным Пентагона, удары продолжались около 5 часов. Американские военные заявляют, что целью стали объекты береговой обороны, ракетная и беспилотная инфраструктура, военно-морские силы и логистические объекты на юге Ирана, в том числе в районах Бендер-Аббаса, Бушера, Чебахара, Джаска, Канарака и на острове Абу-Муса. В Вашингтоне утверждают, что операции направлены на снижение возможностей Тегерана угрожать международному судоходству в Ормузском проливе. На фоне продолжающихся ударов Пентагон сообщил, что на Ближнем Востоке остаются более 50 тысяч американских военнослужащих. Одновременно поступают сообщения, что США приостановили вывод самолетов-заправщиков с территории Израиля на фоне сохраняющейся напряженности. Министр иностранных дел Аман Бадр Аль-Бусаиди заявил, что война против Ирана не достигла ни одной из официально заявленных целей и назвал происходящее катастрофой. Маскат традиционно выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном и вновь призвал стороны вернуться к дипломатическому урегулированию. Тем временем корпус стражей Исламской революции заявил, что нанес удары по американским силам в Бахрейне, а также по 2 танкерам в Ормузском проливе. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана. Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в ходе второй волны операции «Насер-2» были поражены несколько складов вооружения, центр спутниковой связи и здания для размещения американских военнослужащих в Бахрейне. В заявлении КСИР говорится: «После вчерашнего поражения в Ормузском проливе американские военные, которых мы называем детоубийцами, нанесли авиаудары по прибрежным объектам и ряду других военных центров на юге страны. В ответ, в ходе второй волны операции «Насер-2» под благословенным кодовым названием «О, мстители за кровь Хусейна» военно-морские силы КСИР ракетами и беспилотниками нанесли удар по нескольким складам вооружения, центру спутниковой связи и зданиям для размещения американских военнослужащих на базе Джуфейр в Бахрейне и уничтожили их. Эта ответная операция продолжается. Корпус стражей Исламской революции также заявил: в Ормузском проливе были поражены 2 супертанкера-нарушителя. В сообщении пресс-службы КСИР говорится: террористические вооруженные силы США, не извлекая уроков из своих неоднократных поражений, попытались провести несколько судов по незаконному маршруту. В ответ военно-морские силы КСИР нанесли удар и вывели из строя 2 супертанкера, которые отключили свои навигационные системы, проигнорировали неоднократные предупреждения Центра контроля безопасности Ормузского пролива, создали угрозу судоходству на этом маршруте и, выбрав проход по заминированному пути, допустили это нарушение. КСИР подчеркивает: сотрудничество с вторгшимся противником и прохождение по заминированному маршруту не принесут ничего, кроме сожаления, потерь, задержки открытия Ормузского пролива и возникновения глобального энергетического кризиса. Дональд Трамп сообщил, что США продолжают военную операцию против Ирана, включая удары по объектам в районе Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон также восстанавливает блокаду, однако возможность переговоров с Тегераном сохраняется. Сколько, по вашему мнению, это еще продлится? Что именно? Война. Думаю, все развивается очень быстро. Мы разгромили их вооруженные силы. Мы наносим по ним очень мощные удары. У нас была сделка вчера или позавчера. Все уже было согласовано. Но они сразу же отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении то, что им не понравилось. Они мыслят иначе, чем мы, и мы не собираемся это терпеть. Мы просто продолжаем действовать. Сегодня ночью мы наносим удары и уничтожаем все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы возьмем под контроль весь пролив. Они поступают очень глупо, крайне неразумно. И они ужасно обращались со своими людьми. По нашим данным, они уже убили 52 тысячи протестующих. Вы пришли к выводу, что добиться урегулирования путем переговоров уже невозможно?
Нет, я никогда не прихожу к такому выводу. Но сегодня ночью мы наносим очень мощные удары, как вы знаете. У нас огромные запасы боеприпасов. Таких объемов у нас не было уже много лет. Мы наносим по ним очень сильные удары, и это будет продолжаться. Посмотрим, что произойдет дальше. Но мы уничтожаем весь их наступательный потенциал. Мы устанавливаем контроль над проливом. Мы вновь вводим блокаду. И это именно блокада. Но не для всех, только для Ирана. Другими словами, никто, кто ведет бизнес с Ираном, не сможет пройти через пролив. Все остальные смогут свободно проходить. Так что это блокада. Очень жесткая блокада. И, вероятно, она даже эффективнее, чем сами удары. Но я считаю, что именно сочетание блокады и военных ударов дает необходимый результат. Но вы все еще считаете, что соглашение возможно? Да, думаю, соглашение возможно. Конечно, я считаю, что это возможно. Считаете ли вы, что вам должны возместить расходы? Да, я хочу, чтобы нам возместили расходы, потому что мы защищаем очень богатый регион мира. Мы тратим на это деньги, поэтому мы будем получать компенсацию за обеспечение безопасности. Нам будут платить страны, которые мы защищаем. Например, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн. Кроме того, Кувейт и другие страны. Они получат большую выгоду. Мы считаем, что это справедливо. Нам это, по сути, не нужно. У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира. Если добавить Венесуэлу, где огромные запасы нефти, и которую мы контролируем, то вместе с ней и остальными ресурсами у нас более 50% мировых запасов. Нам эта нефть не нужна, но нам необходимо защищать наших союзников – Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и других. Мы защищаем их всех и делаем это очень эффективно. Сегодня ночью мы проводим еще одну крупную военную операцию. Они хотят заключить сделку. Они вернулись к переговорам, мы договорились 2 дня назад, и они хотят заключить соглашение. Они ведут переговоры уже 47 лет, но никто никогда не наносил по ним военных ударов. Мы наносим очень мощные удары. Большое спасибо всем. Спасибо. Спустя несколько дней после объявления Ираном о закрытии Ормузского пролива, движение судов в этом районе остается значительно ниже обычного. По данным сервиса Marine Traffic, интенсивность судоходства сократилась более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей. Судоходные компании продолжают пересматривать маршруты, а часть танкеров ожидает дальнейшего развития ситуации. Тем временем стало известно о новых последствиях инцидентов в проливе. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что при ударе по 2 нефтяным танкерам погиб моряк, гражданин Индии. Еще 8 членов экипажей получили ранения, среди них 6 граждан Индии и 2 граждан Украины. После этого МИД Индии вызвал заместителя посла Ирана. Неопределенность вокруг одного из ключевых морских маршрутов мира продолжает влиять и на нефтяной рынок. Инвесторы учитывают риски возможных перебоев с поставками, что поддерживает рост мировых цен на нефть. Несмотря на это, танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, хотя их число заметно сократилось. В Риме при посредничестве США возобновились переговоры между Израилем и Ливаном. В течение 2 дней делегации обсуждают практическую реализацию соглашения, достигнутого в конце июня, которое предусматривает поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана, развертывание подразделений ливанской армии и меры по снижению напряженности. Бейрут рассчитывает добиться конкретного графика отвода израильских сил. Одновременно обсуждается механизм так называемых пилотных зон, где вывод войск должен сопровождаться усилением контроля со стороны ливанской армии. Однако быстрого прогресса стороны не ожидают. Израиль заявляет, что сохранит военное присутствие до устранения угрозы со стороны Хезболлы, а сама группировка отвергает требования о разоружении. За несколько дней до встречи Вашингтон направил в Ливан военную делегацию для подготовки реализации договоренностей. США обвинили Иран в переброске в Йемен через авиарейсы сотрудников Корпуса стражей Исламской революции, а также специалистов по беспилотникам и ракетным технологиям для поддержки хуситов. На заседании Совета безопасности ООН Вашингтон заявил, что в случае атак Ирана на суда ответит силой. Россия назвала один из рейсов исключительно гуманитарным, а Йемен обвинил Тегеран в нарушении своего суверенитета и перевозке военного персонала и оборудования. 3 июля иранский самолет вылетел из Тегерана и прибыл в Сану, на территорию, контролируемую хуситами. Целью этого рейса была доставка сотрудников Корпуса стражей Исламской революции, включая специалистов по беспилотникам и ракетам, для поддержки террористической деятельности хуситов под видом перевозки представителей движения на похороны верховного лидера. Такая поддержка позволяет хуситам терроризировать народ Йемена и угрожать свободе судоходства в Красном море и прилегающих водах. Мы не видели столь открытой поддержки хуситов со стороны Ирана со времени неудавшихся рейсов авиакомпании Махан Air в Сану в 2015 году.
Более того, сами лидеры хуситов публично назвали этот рейс успешным обходом международных усилий по изоляции террористической группировки. Если Иран откроет огонь по судам, мы немедленно ответим силой. Военные операции США являются ответом на эти угрозы в рамках самообороны и защиты других государств. Кроме того, как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио во время своей поездки в регион в прошлом месяце, Соединенные Штаты продолжат поддерживать своих партнеров на Ближнем Востоке. Не заблуждайтесь, это не просто слова. Это обязательство, которое мы подтверждаем и будем подтверждать конкретными действиями. Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров в странах Персидского залива и правительство Йемена в противодействии террористической угрозе со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с членами Совета Безопасности, используя все доступные инструменты, включая санкции для содействия мирному урегулированию конфликта в Йемене и обеспечения международного мира и безопасности. И, наконец, мы вновь призываем Совет Безопасности ясно дать понять Ирану, что подобные действия противоречат международному праву и являются неприемлемыми. Россия, в свою очередь, заявила, что рейс должен был быть согласован с властями Йемена, однако назвала его исключительно гуманитарным и призвала стороны к сдержанности. Рейс Махан Эйр 3 июля должен был быть согласован с официальными властями. Тем не менее, считаем важным принять во внимание сугубо гуманитарный характер данного рейса. Это происшествие не повлекло за собой ни человеческих жертв, ни материального ущерба. Однако оно послужило поводом для эскалации напряженности в Йемене и вокруг него. Это особенно опасно на фоне очередного обострения в Персидском заливе. Призываем все стороны к снижению напряженности, сдержанности, а также призываем их приступить к диалогу по разрешению противоречий. Представитель Йемена отверг эту оценку, заявив, что самолет перевозил не только гражданских лиц, но и военный персонал, оборудование и технологии двойного назначения. Исламская республика Иран осуществила прямой рейс авиакомпании Махан Air в аэропорт Саны, который находится под насильственным контролем террористических формирований хуситов. Этот рейс нельзя рассматривать как гуманитарную миссию, как утверждают сами боевики. Напротив, он представляет собой грубое нарушение суверенитета Йеменской республики, прямое игнорирование соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и, в частности, санкционного режима, введенного в отношении хуситов. Этот рейс нельзя считать обычным гражданским авиарейсом, поскольку он был выполнен без предварительного разрешения или координации с компетентными органами Йемена, что противоречит международным правилам выполнения полетов на территорию суверенного государства. По имеющейся у правительства Йемена документально подтвержденной информации, рейс не носил исключительно гражданский характер. На его борту находились персонал, технологии, а также военное оборудование и товары двойного назначения. Правительство Йемена оставляет за собой право представить имеющиеся сведения и доказательства Комитету по санкциям и группе экспертов по Йемену для принятия необходимых мер в рамках их полномочий. Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Решение поддержало большинство народных депутатов, открыв процедуру формирования нового состава правительства. На фоне предстоящих кадровых изменений в кабинете министров вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что смена правительства не повлияет на курс Украины в отношении Европейского Союза. По его словам, евроинтеграция остается безусловным приоритетом украинской власти. Киев продолжит переговоры о вступлении в ЕС и выполнении необходимых реформ независимо от кадровых перестановок. Президент Владимир Зеленский ранее сообщил о намерении обновить состав правительства. Европейская интеграция остается одним из ключевых стратегических направлений политики Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по его оценке, перспективы скорого прекращения огня или достижения мира в Украине остаются маловероятными. По словам главы польского правительства, Россия может продолжить боевые действия как минимум до зимы. Осенью в Польше также пройдут совместные учения с участием французских и британских военных. Я достаточно подробно обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также долго разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. На данный момент кажется маловероятным, что в ближайшее время удастся достичь прекращения огня или заключить мирное соглашение, учитывая жесткую позицию России и Путина. Все ожидают эскалации действий со стороны России,
И весьма вероятно, что Россия будет стремиться затянуть эту войну как минимум до зимы. Вчерашние обсуждения в рамках коалиции были сосредоточены на одном ключевом вопросе: как практически обеспечить безопасность Украины и всего региона после возможного мира или хотя бы прекращения огня. И что особенно важно, мы совместно приняли решение, что уже этой осенью в Польше пройдут первые учения с участием французских и британских войск «Маневры». Эти учения должны подготовить всю коалицию желающих, собравшуюся сегодня в Париже, к предоставлению реальных гарантий безопасности Украине, а также всему региону. Как вы видите, мы готовимся ко всем возможным сценариям. Это касается и нашей границы, и коалиции по беспилотникам. Очевидно, что сегодня воздушная составляющая имеет решающее значение. Учения, о которых я говорил, а также все остальное направлено на поддержку ранее сделанных Соединенными Штатами заявлений о проведении ротации войск в Польше. Все это необходимо для того, чтобы возможная эскалация со стороны России не затронула Польшу. Именно над этим мы работаем каждый день. Как пишет агентство Bloomberg, премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил о выходе страны из так называемой «коалиции желающих» — объединения государств, координирующих поддержку Украины. По его словам, София не намерена участвовать в формате, который выступает за продолжение финансовой и военной помощи Киеву. Радев заявил, что разрешение конфликта возможно не за счет дальнейшей военной поддержки, а посредством активных дипломатических усилий, способных привести к прекращению эскалации. По данным Bloomberg, отсутствие Болгарии на встрече коалиции в Париже стало первым практическим подтверждением изменения позиции нового болгарского правительства по этому вопросу. В Кремле заявили, что гарантии безопасности для Украины невозможны без участия России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, назвал позицию Евросоюза тупиковой и заявил, что она исключает участие европейских стран в процессе урегулирования. Это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Невозможно. И если действительно эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования. Также Дмитрий Песков отверг обвинения ЕС в причастности России к кибератакам, назвав их бездоказательными, а санкции против российского мессенджера МАКС незаконными и абсурдными. Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь. Введение санкций против мессенджера мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что МАКС – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют, собственно, свой, скажем так, свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие. Российский политик Борис Надеждин, выступающий против войны в Украине, заявил, что власти пытаются помешать его участию в выборах в Государственную Думу. По его словам, после признания его иностранным агентом и задержания в полиции цель властей не допустить его предвыборной кампании. Надеждин также сообщил, что опасается за свое здоровье в случае ареста из-за заболевания сердца. Осенью в России должны пройти выборы в Государственную Думу. Видимо, наше начальство решило подстраховаться, чтобы, не дай бог, в Думе не оказался Надеждин, который будет делать то же самое, что в 2024 году, только уже в Думе. Говорить о том, что войну нужно прекратить, что России нужно нормальное развитие и вернуться к нормальной
человеческой жизни, а не то, что сейчас происходит, да? Но задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов. Меня обвиняют не в том, что я разместил фото Навального в своем телеграм-канале. Не в этом дело. В моем телеграм-канале нашли пост, древний какой-то там старый пост, в котором нет фото Навального, но есть ссылка на YouTube-канал Эльвиры Вихаревой, тоже иноагент. А у нее в YouTube-канале есть фото Навального. В Париже завершился военный парад по случаю Дня взятия Бастилии. Последний для Эммануэля Макрона в статусе президента Франции перед окончанием его полномочий в 2027 году. Среди почетных гостей были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры, прибывшие в Париж после саммита стран коалиции желающих. К слову, впервые в истории в параде приняли участие украинские военнослужащие. Они прошли по Елисейским полям вместе с французскими военными и подразделениями союзников. Кроме того, над Парижем пролетели 2 украинских пилота на французских истребителях «Мираж», что стало символом углубления военного сотрудничества между Францией и Украиной. А накануне вечером в Париже состоялось традиционное праздничное шоу, приуроченное ко дню взятия Бастилии. Ночное небо над Эйфелевой башней озарили тысячи фейерверков, а в представлении также участвовали сотни дронов, которые создавали в воздухе различные световые композиции, включая силуэты Эйфелевой башни. За представлением наблюдали тысячи жителей и туристов, собравшихся на набережных Сены и улицах французской столицы. День взятия Бастилии ежегодно отмечают 14 июля в память о штурме крепости-тюрьмы в 1789 году, событие, которое считается одним из символов начала французской революции. После многолетних переговоров Европейский Союз и Великобритания договорились об отмене пограничного контроля на сухопутной границе между Испанией и Гибралтаром. Решение стало частью соглашения о статусе британской территории после Брексит. Ожидается, что демонтаж пограничной инфраструктуры упростит ежедневное пересечение границы примерно для 15 тысяч человек, которые ездят на работу между Испанией и Гибралтаром. Местные жители называют предстоящие изменения историческими и рассчитывают, что они укрепят связи между двумя сообществами. При этом паспортный контроль для пассажиров, прибывающих в Гибралтар из стран вне шенгенской зоны, включая Великобританию, сохранится в аэропорту и морском порту, где проверки будут проводить власти Гибралтара и Испании. В Пхеньян прибыла делегация Коммунистической партии Беларуси во главе с первым секретарем Центрального комитета Сергеем Саранковым. В аэропорту ее встретили представители Трудовой партии Кореи, сообщает государственное агентство КНДР. Визит проходит спустя несколько месяцев после подписания договора о дружбе между Беларусью и Северной Кореей во время первого государственного визита Александра Лукашенко в Пхеньян. Тогда переговоры провели лидеры двух стран – Ким Чен Ын и Александр Лукашенко. Оба государства находятся под международными санкциями и сохраняют тесные политические связи с Россией. В ботаническом саду Хантингтон, недалеко от Лос-Анджелеса, одновременно зацвели сразу 2 аморфофалуса титанического, более известного как трупный цветок. Такое совпадение считается редким явлением. Растение прославилось резким запахом, напоминающим гниющую плоть. Так цветок привлекает своих естественных опылителей – жуков-падальщиков и мясных мух. Цветение длится всего от 24 до 48 часов и происходит лишь раз в 2-3 года. Из-за этого сотни посетителей выстроились в очередь, чтобы увидеть необычное растение и лично ощутить его знаменитый запах. Вид находится под угрозой исчезновения и в природе встречается только на индонезийском острове Суматра.